от Ричардс Бэй до Ист-Ланда. Расстояние 340 морских миль. Если идти со скоростью 7 узлов, то это ровно двое суток. Я вышел, значит, сегодня в 10 утра. Погода так себе, но тут идеальной погоды, я так понимаю, не бывает. Ну, то есть в прогнозе был встречный ветер 10 узлов, но он так и есть, 8-10 узлов встречный, чисто встречный. Завтра вроде бы должен быть попутным. Может быть, сегодня к вечеру немножко галфинда, ну или хотя бы бейдевинда будет. Немножко я, конечно, не ожидал зыби океана. Ну, то есть, не то чтобы... Короче, я как-то не подумал о зыбе, потому что вчера был ночью шторм. Вот. Ну и зыбь, естественно, ветер-то как бы стих, а зыбь осталась, и она неприятная. То есть она вот против вот этого агула течения идет, которая 3 узла. Вот у меня сейчас скорость, например, ну там 4,5, а вместе с течением 7,5 получается. Вот. И то есть я-то думал, ну 10 узлов ветер против такого течения, ну, ничего страшного. Ну, и на самом деле, я думаю, бы ничего страшного бы не было, если бы не вот эта зыбь. Потому что эта зыбь, она тоже неприятная, становится как бы короткой и крутой. И вообще болтанка такая страшная. Особенно вот утром, когда я вышел, я вообще хотел выходить, наверное, ну, утром, часов там 5-6 утра. Вот, но посмотрел, что ветер еще где-то 15 узлов, и в общем, отложил на 10 выход. Ну, я думаю, правильно сделал, что отложил, потому что я думаю, 6 утра там бы вообще было неприятно. И сейчас в 10 утра неприятно было. Болтало туда-сюда, там волны заливали, и яхту, кокпит. Я уже думал, то есть там море, ну как бы есть запасной вариант, если уже совсем такая жопа, можно подойти ближе к берегу. То есть я вот сейчас иду где-то на глубине 75 метров. Вот. Ну, то есть это рекомендуемые глубины от 50 до 100 метров, чтобы идти с попутным течением. Вот. А когда я отходил от берега, где-то начиная с 25 метров глубины идет встречное как бы противотечение, да? Вот. И где-то вот с 25 до 50 метров оно потихоньку уменьшается, да, где-то в районе 50 метров там такая зона нейтральная, вот, а потом уже начинается попутное течение. Вот. Ну так вот, когда встречный ветер и вот такая крутая волна, можно подойти вот к этим 50 метрам и идти вот в этой нейтральной зоне, ну, чтобы меньше болтало, да. Ну, когда совсем сильный ветер, то там где-то между 25 и 50 метрами идут, но в обратном направлении, то есть просто разворачиваются и идут назад. Ну, это чтобы выжить. Вот. Короче, вроде бы стихло, то есть несколько часов прошло, и сейчас поменьше болтает, уже волны не заливают яхту, то есть покомфортнее стало идти. Вот. Ну а в Ист-Ланден буду опять погоды ждать, потому что можно было проскочить до Порт-Элизабет, потому что сегодня суббота, то есть 2 дня, это в понедельник я прихожу в Ист-Ланден, а там от Ист-Ландена до Порт-Элизабет еще сутки, да, то есть можно было, даже может чуть, сутки, наверное, может чуть меньше, потому что попутное течение, можно было бы доскочить до Порт-Элизабет, но там марина заброшенная, то есть там она как бы есть, но ее никто не обслуживает, там ни security, никого нет.
автоответчик срабатывает. И имейл отправлял, он не отвечает. И на WhatsApp пытался ему сообщение скинуть, он тоже не отвечает. Ну, короче, такой, я думаю, ну раз он такой товарищ, что неизвестно, где там стоять, да, потому что он, по идее, должен был бы меня пристроить в этой марине, ну, сказать там, к какому пирсу, куда-то там стать, а так непонятно, где там вообще стоять. Вот, а в Исландоне там есть, это как бы порт на реке находится, в устье реки, и там рядом с мостом есть маленький яхт-клубик, называется Buffalo River, вот река Баффало, Buffalo River Yacht Club. Вот и там человека звать, это Джо, а тот Питер, да, Питер. Вот с Питером я связался легко, то есть я позвонил, он ответил, потом говорит, что пиши мне на WhatsApp, на тот же номер, и удобней. И как бы да, он говорит, места есть, то есть там можно, я так понял, что там, я думал, там буйки, то есть там на самом деле есть буйки, но там вроде бы и понтон какой-то есть. Он сказал, чтобы я подошел к этому понтону. Вот. Ну, короче говоря, в понедельник буду заходить. Прихожу, причем вроде бы я так рассчитал нормально, там тоже это же река, то есть нужно желательно заходить с приливом, чтобы против течения легче было. Вот там недалеко, там до моста, что-то не больше 2 километров от входа. Ну, то есть там прилив получается где-то начинается с 9 до 3, ну, там до 3, до полчетвертого. Вот. То есть вроде бы, если так я 7 узлов буду идти, я думаю, что я завтра и побыстрее могу идти, то я успеваю до отлива, то есть до 4 часов я должен прийти туда. Ну и да, и все, и там буду погоду ждать, потому что, вот я говорю, буквально еще в вторник как бы есть погода, а на мост, ну там следующий переход до Mossel Bay, там тоже где-то 2 дня нужно. Либо Mossel Bay там тоже неудобно, там нужно на якоре стоять как бы за бухтой, и она безопасная, там якорная стоянка безопасная, только когда сильный встречный ветер дует. А когда начинается попутный, или как бы затишье, но там свел идет и как бы, ну, нереально на этой якорной стоянке стоять. Короче, тоже получается не вариант. То есть хорошо бы проскочить этот Mossel Bay и сразу в Hot Bay идти. Там, по-моему, от Mossel Bay до Hot Bay то ли сутки, то ли что-то такое. То есть, грубо говоря, нужно не 2 суток, а 3 хорошей погоды от Ист-Лондона до Hot Bay. От Hot Bay там ходит поезд до Кейптауна. Потому что в Кейптауне, вероятно, мест не будет. Там 2 марины есть, но я еще не связывался. Ну, подозреваю, что не будет. Вот. Но если в Hot Bay будут места, то там, ну, типа электрички что-то такое ходит. Потому что там рядом совсем, там где-то, что если на яхте миль 40, наверное, от Hot Bay до Кейптауна. Вот. То есть можно просто съездить, посмотреть Кейптаун, а потом уже чисто зайти, оформить отход и уже через Атлантику на Карибы. Ну, на Карибы я уже собираюсь через 2 острова, там остров Святой Елены и остров Вознесения, Асенсион. Это британские острова. То есть на Святой Елене там еще есть какое-то население, живут люди постоянно. А на Асенсион, я так понял, там научная и военная база. То есть там нет постоянного населения, и там туда нужно электронную визу получать. Я подал заявление, его приняли, сказали, ну, в общем, там запросили, там нужна страховка медицинская, мне она есть, то есть я им отправил, они сказали, все классно, типа через несколько дней должны дать визу. Вот, то есть тогда, значит, если визу дадут, то я на этих 2 островах остановлюсь. Вот. Но это уже чуть дальше будет, я потом подробно расскажу. Подхожу к отметке 200 метров, течение все равно встречное. А на карте написано, что Акулос течение примерно в районе 200 метров идет глубины. Вот
дойду еще до 100 метров, посмотрим, что там будет. Это просто какое-то наваждение. То есть должно быть хорошее попутное течение. Оно всю ночь было встречным. Где-то 1-1,5 узла. Ну что это такое? То есть, ну это ни на что не похоже. Понимаем, вот Галфстрим, да, туда заходишь, сразу 7 плюс твои там 5, у тебя сразу 12 там, а то и 15 узлов скорость. И нет там никаких не противотечений, но там возле берега оно просто стихает, может быть чуть-чуть есть встречное течение, но незаметное. Вот. А здесь оно везде встречное, а где само-то течение? В смысле, что везде противотечение, а где само течение? Почему-то огульное течение, это какая-то фикция. Вчера, наверное, часа, ну, как я вышел из Ричардс-Бэй, вот я как раз отошел на 75 метров, ну и там оно началось. Хорошее, где-то вот порядка там 2,5-3 узла. У меня скорость была 7-7,5. Потом оно куда-то делось, не знаю, или оно в какую-то сторону ушло, или просто исчезло, и все, и я его не могу найти. Везде сплошное встречное течение. Сейчас уже думал, ну, раньше возле берега было, думаю, надо опять к берегу подойти, на картах пишут 200 метров глубина, вот там в основном проходит. Эти все брифинги, на которых я был, и тут с местными всеми разговаривал, они говорят, ну вот 50, 100, даже, ну, так, стоит 200 метров, в принципе, но где-то от 50 начинается. Сейчас подошел, глубина, ну, 100 метров, да, сейчас 75 будет. Нет, течение встречное, то есть это вот то, что противотечение, оно везде это противотечение, а где же само течение? Короче, 2 часа потерял, чтобы вот это вот сделать зигзаг, отклонение от курса. Надо было... Не хотел, но просто я просто в шоке, куда течение делось. Оно же не может так просто раз и испариться. Написано везде концентрированный поток, 3 узла. Нету. Пиво, утешение. Когда не знал, что пиво можно добавлять добавки, короче, ароматические, вкусовые. Мне казалось, что Flying Fish пиво я покупал в Австралии, это австралийское. Ну я так, ну, в принципе, в Австралии нормальное пиво было. Ну и взял сразу коробку. Уже на яхту приехал, посмотрел. Не то, что посмотрел, открыл, попробовал, это лимонад. То есть это пиво, ну, с лимоном.
вторые сутки пошли на моторе. Должен, ну, наверное, после обеда, по-моему, он должен быть 15 так, узлов попутный. Но это тоже ничего, это даже полный грот распустишь, все равно скорость будет слабенькая. Если бы еще не было течения, а ровно встречное. Сейчас еще не такое сильное, сейчас где-то 0,3, так вот 0,5 максимум. Вот, там было до 1,5 узлов встречных. Трафик, да, не выспался ночью, то есть много кораблей на якорях стоят вдоль берега. Прямо на моем курсе их надо объезжать. Ну и рыбаки есть, и так туда-сюда ходят. Портов достаточно вот вдоль этой береговой линии. Ну и вообще, я думаю, они огибают Африку и идут там, не знаю, куда-нибудь в Индию, в Юго-Восточную Азию, там, не знаю, Эмираты. Направлений там много. Не знаю, может быть, сегодня, если поближе к берегу пойду, так опять же тоже вот рыбаки, черт его знает, не поспишь. Хотелось бы поспать. Не выспавшимся совсем нехорошо. Так, если еще третья ночь предстоит. Знаете, все береговые плавания вдоль берега, конечно, изматывает как никогда. Смотреть, чтобы... Еще вдоль берега куча всяких штук ставят, например, где-то в районе 1 мили от берега они ставят не знаю, сетки для акул. Тоже не понятно, типа ловушек, что ли, для акул. Написано сетки для акул. И они как бы, ну, нарисованы, то есть место, где они стоят. То есть, не то чтобы это пляж, который огорожен сеткой, да, а это вот прямо как бы подальше от берега, там 500 метров, километр, чего-то там опущено, и вроде как эти сетки написано, что они из веревок, ну, то есть из веревок сделаны, то есть, соответственно, ты их можешь просто на пропеллер намотать, но придется терять, если шапку грибной вал выдержит. Бывает, что народ наматывает, и двигатель настолько мощный, что грибной вал так вот в восьмерку сгибается, выламывает дельтную трубу, ну и яхта просто тонет. Такое тоже бывает. Ну, как правило, он либо сам глохнет, либо успевает заглушить мотор. Ну, я думаю, если обороты низкие были, то он, наверное, заглохнет, а если высокие, то вот он, наверное, может вот так вот все погнуть и вырвать. Зависит рыбка, большая, маленькая, но ничего не ловится. Я думаю, что тут ничего и нет. Похоже, не рифов. Там был один так называемый шоу. Наверное, я думаю, это риф какой-то. Но я удочку уже позже забросил. Ну, я как бы близко к нему не подходил. Это заповедник. Там даже на картах нарисовано, что ограниченный подход. Нырять только с местными дайверами. Рыбачить нельзя, все такое. Загадка, куда течение исчезло. Вчера отлично было. 7 узлов. Скорость 7,5 даже была скорость. Ну, недолго, несколько часов. И потом как раз внезапно и исчезла. Куда она исчезла? Как под землю провалилась. Как под воду провалилась. Загадочное течение. Агулос. Я бы его назвал агульное течение. Не агулос, а агульное. Подчиняется никаким законам. Что хотит, то и делает. Вроде бы в конце концов нашел я течение, или оно нашло меня. Короче, оно где-то пропадает, потом вот начинается снова. Сейчас еще вот, можно сказать, почти галфинд. Немножко увалюсь, будет как раз галфинд. Поставил стаксель и грот с одними рифами. Ну вот до 9 узлов она разгоняется. То есть где-то 2, наверное, с половиной узла течения
6,5-9, да, скорость. То есть это 2,5. Ну, если так дальше пойдет, то я думаю, что завтра я успею до темноты дойти до Ист-Лондона. Там что-то 190 миль осталось. То есть, в принципе, надо даже, наверное, 8 узлов должно хватить. Ну, посмотрим, как оно будет. То есть, короче, течение начинается примерно 30 миль на юг от Дёрбана. Ну и нужно быть вот, да, в районе там 100-200 метров. Я вот, правда, еще 67 метров. В принципе, тоже нормально. Вот, то есть совсем близко к берегу вроде бы не надо прижиматься. Я думаю, что мне не спится. Только что чуть не наехал на огромнейшего кита. Буквально, наверное, метров 30, наверное, прямо по курсу. Как я вышел, значит, посмотреть, что у меня впереди творится. Там такой хвост огроменный. Да, ну что, даже сначала надо было, конечно, сфотографировать. Сначала отвернуть надо. Потом я что-то решил быстренько выключить эхолот. Все эти истории начитался, когда орки там яхты разбивают, да? Черт-то знает, что им так нравится. Может их этот сигнал как-то раздражает. Ну, двигатель не стал глушить, потому что двигатель, наоборот, хорошо, он хоть слышит, что яхты, то есть он, по крайней мере, как-то среагировать может. Так без двигателя это вообще только увидеть можно, наверное, так особо-то и звуков не издает. Пока отвернул, пока эхолот выключил, взялся за фотоаппарат, а он уже нырнул, конечно, вот тот хвост был, это он как раз набрал воздуха и нырнул. Вот, куда он, в какое место пошел, неизвестно. Но я не стал не кружить там, ничего, просто пошел дальше. Потом уже снова на курс, ну, объехал это место и на курс лег. Вот еще, короче, за китами тут смотреть, там помимо всех рыбаков, этих лодок, судов, берега рядом. Туман, как в Новой Зеландии. Я на пути к Ист-Лондону. Сегодня после обеда должен в Ист-Лондон прийти. Если все так будет хорошо и течение будет помогать. Ветра нет. Так вот хлопаю парусами на моторе все 2 дня. Холодно уже, прям заметно, ночью холодно. Опять пришлось открыть батарейный отсек на второй батарее. Вот если смотреть слева направо датчики температуры, сейчас там 41,4, а было 44. Ночью нагрелось, вечером вроде так больше 39 не было. Да и больше 40 что-то нельзя нагревать, короче. Открыл, проветрить. Не знаю, надо какие-то вентиляторы поставить, что ли. Понятно, куда их ставить, что-то надо придумать. Ну, последние 20 миль как и выходил, так и прихожу теперь. Вроде ветра 20, ну выходил там, хотя тоже, да, 15 было. Там как-то поменьше дуло. То есть там вроде тоже в прогнозе было 15, 10-15. Ну, наверное, оно так и вымпельный ветер был где-то 10. Ну, наверное, может, нет, наверное, до 20 был вымпельный. Вот. А тут в прогнозе, значит, 15. Ну, поскольку встречный, то вымпельный, значит, 20, но с порывами 25, да, то есть вот сейчас иду против волны 20-25 метров, 20-25 узлов. Обороты двигателя почти на максимуме, наверное, где-нибудь 2800, там 3000. Ну, вот так вот, сейчас я сниму как раз, не знаю, как врезается носом в волну и теряет скорость, конечно, и все замедляет. Вроде немножко течения есть, может быть, где-то один узел, ну, это меньше полузла, течение еще осталось, но уже практически нету.
Может, это даже и к лучшему, если бы течение сильное было, тут, наверное, волна бы совсем неприятная была. Ну, вот еще 2 часа мы так удыхаться. Ну, я надеюсь, что он, ну, то есть, ну, собственно, к 5 часам стихает опять ветер. То есть он где-то с 11 до 5 дует, а потом стихает. Но вот я так получилось, что я как раз в это время прихожу. Там прилив заканчивается по половине 4-го. То есть мне вот как раз бы желательно туда. Ну, я вроде получается до полчетвертого я как раз и приду. Но может быть замедлится сейчас вот за счет этого моя скорость упадет, может быть, ну, к 4, может быть, половине 5-му. Захожу хотел сказать, захожу в Кейптаун. Захожу в Ист-Лондон, порт. Там, значит, туда надо пройти подальше. За поворотом, я так понимаю, там будет мост и маленькая марина с левого берега, ну, в смысле, с правого берега, а от меня слева. Вот. Единственное, что перед заходом, конечно, в порт тут подуло так 25 узлов. Сейчас тоже так дует. Ну, тут уже потише, конечно. Но ветер-то, ладно, волна в основном неприятная, что она сбивает и скорость падает. Но все на моторе, все 2,5 дня на моторе. Почти бак солярки ушел. Дорогой переход. Сколько, наверное, 200... Так, это... Значит, бак это 120 литров, да? Ну, он там не совсем полный был, он даже считает 100 литров. На $2,6, да, ну, $260-300 за 2 дня. Вот. А тут, говорят, криминал, тут никуда нельзя ходить пешком, можно только на такси ездить. Иначе могут морду набить и отобрать, и вообще живым могут не оставить. Так что буду ждать погоды в яхт-клубе. И с первой погодой пойду в Моссел-Бэй. А может сразу в Хат-Бэй, что в Моссел-Бэй там тоже стоять не ась. Короче, будем по погоде ориентироваться. Вот, а здесь в Марине все, я уже им отписал на WhatsApp. Они сейчас сказали, встретят меня. Сказали, с какого борта эти самые кранцы повесить, швартовые. Вот, и сказали, что помогут ошвартоваться. Так что тут все по-человечески, классно. Следующий переход от Ист-Лондон до Порт-Элизабет, где-то 120 миль. По течению почти 100 миль должно быть. То есть где-то меньше, чем за сутки должен дойти. Тут пока такая тихая погода. Придется идти на моторе, но во вторник вроде бы уже хороший ветер подует. Во вторника что-то никто не стал ждать. Сейчас 6 или 7 яхт все вместе вышли с Ист-Лондона до Порт-Элизабет. Вот. А так, в принципе, можно было дождаться вторника и сразу до Кейптауна рвануть. Но да, никто не стал ждать вторника. Вот. Ну и, в принципе, там черт его знает, и так прогноз такой долгосрочный, может быть, не очень-то стабильный, ну, как бы не очень-то надежный. Поэтому всегда лучше в запасе день иметь. То есть, правда, не знаю, посмотрим, что там в Порт-Элизабет, говорят, там не очень хорошо, там что-то какая-то пыль, то ли железная, то ли, в общем, какой-то завод там. Ну, всего 2 ночи постоять, я думаю, ничего страшного, можно как-нибудь перетерпеть. Вот. Но зато все-таки на 120 миль ближе уже будет. Там может быть уже тогда до Кейптауна дня за 3, может, ну, за 3,5. Второе декабря, закат, 7 часов.
кораблик на горизонте. Течение совсем слабенькое, попутное. Где-то меньше одного узла, где-то полузла. Может быть, еще немножко усилится, но глубина уже 100 метров, где-то от берега, наверное, 8 миль. Непонятно, куда течение опять делось. Ветер пока тоже никакой. Он никакой и будет, но хоть пока встречный, может быть, немножко попутный будет. Эх, синоптики, блин. Вот это вот 15-20 узлов. 35 дует. Ой-ой-ой-ой-ой. Жуть. Успеет раздуть. Тут вроде дойду я тут где-то 3 часа еще идти. Вроде в сторону берега, то есть вроде бы оттуда ветер дует. То есть, по идее, должна волна меньше быть. Ну так прямо быстро раздувает, конечно. Пока она, конечно, маленькая, короткая. Черт его знает. Надеюсь, не раздует. Да, неприятно. Вчера эта релешка, она вот так вот у меня тут болталась. Я думаю, вот так вот болталась. Я думаю, ну, вроде она и раньше болталась. Ну, как-то думаю, ну, наверное, так и должно быть. Вот, а сегодня я ее обнаружил вот так вот уже валяющуюся. То есть она тут вот всего на одном болтике крепится. И он не то чтобы даже открутить, хотя, черт, там вроде пружинная шайба есть и все. Короче, он то ли выломался от вибрации. Тут такая дырочка. Да. Короче, надо что-то сделать. Может быть, резьбу нарезать побольше болт. Сейчас буду думать. Последний переход вокруг, последний участок вокруг Африки, это маршрут от порта Элизабет до Кейптауна. Выпало окно погоды, попутный ветер, будет пока встречный первые несколько часов, потом должен смениться на попутный, потом он еще раз будет как бы для меня, что ли, стихать уже перед переходом к Кейптауну. Вот, в общем, расстояние где-то 415 миль. Ну, то есть я надеюсь за 3 дня с небольшим дойти. То есть сейчас вот в 5 утра вышел. Но где-то, думаю, до обеда хорошо было бы прийти в Кейптаун. Вот, потому что там вечером будет усиление. То есть сегодня вторник, вот в пятницу планирую прийти. Там, в общем, усиление ветра, ну, там 25-30 узлов, короче, вечером будет. Правда, такой попутный, но все равно при заходе в Марину, я думаю, это неприятно. Ну, хотя не знаю, что там будет. Вообще говорят, что в Кейптауне после обеда там какие-то ветра начинаются сумасшедшие, по 40 узлов с гор дуют. Ну, не знаю, всегда это или не всегда. Кто-то говорил, что они и утром могут быть такие ветра. Ну, короче, пока в прогнозе вроде бы, вот если до обеда, то нормально. Там, после обеда, смотря там во сколько, то есть вроде бы к вечеру начинает дуть, ну ладно. Вот. Ну, а пока вот такой дождик, моросит, небольшой встречный ветер, где-то 10 узлов, истинный, да, то есть 15 вымпельный. Вот. Ну, в порт Элизабет тут ничего такого, наверное, интересного не было. Может, просто сходили в магазинчик, так, хотя
Ветер немного отошел, сейчас галфинд, но слабенький, ну так 6-9 узлов дует, ну 8, наверное, в среднем, да. То есть все равно приходится мотором помогать, что нужно где-то среднюю скорость 5,5 хотя бы поддерживать, чтобы с утра пораньше в Кейптаун прийти. Вот, ну, после обеда, я уже говорил, там может сильно дуть. Вот. Ну, в Марину бы, конечно, не хотелось заходить при сильном ветре. Вот, там нужно... Кстати, да, в Марине мне в конце концов выдали причал, к которому нужно подходить. Вот, по крайней мере, уже все зарезервировано. Там, правда, надо через 2 моста пройти, как в Окленде, в даунтауне было. Там тоже, значит, чтобы в Марину попасть. Ну, я в тех маринах не был, но такие там престижные марины, в общем. Нужно, значит, ну, там по рации, по телефону можно звонить операторам мостов, вот, чтобы открыли эти мосты, и потом уже проходишь в Марину. Вот, там ну, в Окленде 1 мост был, а вот в Кейптауне 2 моста. Это Марина V&A, я уже забыл, что-то Виктор и чего-то там еще, или Виктория, и короче, забыл. Ну, все ее зовут V&A. Вот. То есть там вторая Марина, это Королевский яхт-клуб. Вот. Там тоже мне выделили причал. Даже цену сказали, сколько стоит. Так, по новозеландским долларам получается что-то $22. Ну, то есть нормальные вполне цены. Вот. Единственное, что в Королевском яхт-клубе, как бы Королевский яхт-клуб находится довольно далеко от, ну не то чтобы там довольно далеко, но короче вокруг него ничего нету. А вот это V&A, это как бы вот Кейптаун, Waterfront. То есть там все, и там и кафешки, в общем, там вся жизнь кипит, там, в общем, ну короче, это вот, да. То, что, ну, наверное, то, что, не знаю, то, что нужно или нет, но... В общем, советуют туда идти, потому что, ну, говорят, что от Royal, от Королевского яхт-клуба, то, ну, как бы все далековато. Вот. Ну, не знаю, короче, я туда оформил отход. Тут нужно по интернету, значит, делать, ну, не знаю, заявку, не заявку. Короче, это называется Flight Plan. Ну или там passage plan, то есть, короче, план твоего вояжа, то есть это примерно от, ну не примерно, от East Лондона это делается онлайн, а вот самые первые 2 порта, значит, Ричардс Бэй и Дёрбан, они как-то на онлайн не перешли почему-то, то есть у них нужно, значит, бумаги заполнять, там в полицию бегать, ну что я делал в Ричардс Бэй, да, ходил в полицию. Вот, а потом Марина, значит, уже тебе дает бумагу. Вот, а начиная, значит, да, с East Лондона уже все онлайн делается, то есть с East Лондона, ну, собственно, сам East Лондон тоже нужно онлайн делать, потому что иначе они не узнают, что ты к ним приходишь. Вот. Потом вот с East Лондона до Порт-Элизабет я, значит, делал тоже заявку, ну, как бы там несколько страниц, ну, такие там достаточно, то есть странно, он не запоминает, то есть не знаю, может быть, там, если аккаунт открыть, он, может быть, будет всю информацию запоминать. Ну, короче, каждый раз приходится по новой все вбивать, все данные. Ну, это недолго занимает, может, минут 5. Вот. Ну, и сейчас я уже сделал от Порт-Элизабет до Кейптауна, и там как бы в меню выбираешь, куда ты в Кейптаун идешь. То есть там вот это 2 марины, то есть Королевский яхт-клуб и V&A. Если я выбрал V&A, значит, короче, меня там ждут. Вот, все, там Джошуа такой есть, Джошуа. Вот, не Джошуа, а Джошуа. Короче, вот. Вот, он мне уже сегодня вот написал имейл, подтвердил, значит, что причал есть, куда подходить. Я, правда, просил его там, ну, чтобы помогли ошвартоваться, но я не знаю, ну, наверное, помогут. Как бы, если ветра не будет, то я и сам ошвартуюсь, но если сильный ветер, то, конечно, хотелось бы некоторой помощи, потому что там все такое маленькое, ну, вот, то есть сильно там не поразворачиваешься, вот, то есть, короче,
Ну, по крайней мере, причал есть, то есть знаю, с какой стороны кранцы навесить, с какой стороны швартовые приготовить. Хотя, когда не знаешь, я, конечно, с двух сторон готовлю, то есть и справа, и с правого борта, и с левого. Ну, лишние веревки, не хочется с ними связываться. Вот, все-таки и кранцев у меня не так много. То есть я обычно с того борта, с которого знаю, которым я буду подходить, я больше навешиваю. А с противоположного, соответственно, меньше навешиваю. Вот, ну. Короче, вот, да, то есть пока, да, Десу написал, Дес как бы сказал, что сегодня вторник, да, до четверга, он сказал, до четверга, до полудня, как бы нормальная погода, вот, а дальше он молчит. Ну, дальше я там знаю, там как бы меняется ветер немножко, ну, то есть как бы стихает, все немножко встречный, потом как бы все восстанавливается и снова попутные дуют. Вот. Но я думаю, если у меня сейчас скорость там 6 с лишним узлов, то есть может быть я даже дальше проскочу, чем я планировал, и может быть вот этот сильный попутный ветер не так будет, ну, как бы ощущаться. То есть если я дальше проскочу, то он как бы позади меня будет. Вот. Да, ну и там вот это вот как бы что-то такое непонятное, ну не знаю, надеюсь, ничего страшного с этого не получится. Я думаю, Дес поэтому тоже молчит, что он думает, что может быть это во что-то может быть выродится, но не знаю. Ну я вот несколько дней прогноз погоды смотрел, то есть там просто как бы ветер стихает, немножко встречный, и потом как бы немножко попутный, и потом снова попутный, нормальный, там 15-20 узлов, вот уже перед самым Кейптауном. Вот. Но если я раньше приду, то может быть даже и 20 не будет, может быть там 10-15 будет дуть. Пока вроде бы все благоприятно. Ну, значит, здесь нужно бдеть и бдеть. То есть так не пойдешь, там не почитаешь, не знаю, что-нибудь не поделаешь внутри каюты. То есть нужно так постоянно глаз да глаз держать. Ну, во-первых, судоходство, конечно, тут приличное. Так, вроде я недалеко от берега иду. Основное, конечно, судоходство от меня в стороне. Вот. Но тут киты и акулы. Но акулы, как бы хрен с ними. Вот. Я уже, наверное, 3 или 4 акулы таких видел. То есть у них как бы либо спиной плавник, и еще, возможно, даже хвостовой плавник видно. Они как-то по поверхности так плавают и вроде как на месте стоят. Ну, я думаю, что это акулы. Ну, как бы у китов нет таких плавников. Вот, и они так. И тут как бы известно, что тут полно вот этих вот больших белых акул. Вот, то есть, возможно, это они и есть. То есть они вот на поверхности так стоят, может, даже особо никуда не идут. Я с одной даже столкнулся. Я сначала услышал удар, ну такой удар, не то что прям удар, но такой стук, бум. Борт. Выхожу посмотреть, думаю, может, на буёк наехал, что-то там какое-нибудь бревно плавало, ну, палка там, да. Смотрю, нет, вот этот плавник за кормой. Вот, то есть, ну вот столкнулся с акулой, я думаю. Вот. И вот несколько, там, два или 3 раза я еще эти плавники видел. Не знаю, они как бы не особо так боятся, видимо, то есть, может быть, они специально на звук яхты, ну вот когда мотор работает, на звук двигателя подходит поближе. Вот. А киты, да, то есть одного вот я видел, рассказывал, а несколько еще других было. Предыдущий переход, ну и сегодня я тоже видел, ну так, вдали вот фонтаны, значит, они пускают. Вот, а предыдущий переход ну, с Исландона до Порт-Элизабет, мне, значит, Дарио, вот этот итальянец, который я познакомился, он впереди меня шел, немножко так правее, и он мне, значит, на WhatsApp пишет, что типа: Аркадий, смотри, справа по борту киты, огромные киты, говорит. Ну, что они как раз в том месте, где он проходил, были. Ну, я как бы их увидел, но сначала фонтаны видел, а потом они выпрыгивают из воды всем туловищем, огромные. Ну, вроде мне сказали, что это горбатые киты. Ну, я думаю, там Дарио, конечно, пережил какой-то стресс, потому что такая махина, если там перед тобой выпрыгивает, не дай бог она на палубу, на яхту там обрушится. Вот. Ну, а да, хорошо, от меня они вдалеке были, то есть, ну, даже не
не на расстоянии, на котором их можно там как-то даже с увеличением сфотографировать. То есть, ну, глазом видно, короче говоря. Вот, да, ну вот, короче, тут киты, ну, я говорю, акулы, как бы, ладно, хрен с ними, наверное, не так страшно, а вот киты, да, короче, надо смотреть. Ну, не знаю, ночью ничего не поделаешь, конечно. Особенно, я думаю, что вот когда на моторе идешь, все-таки это как-то их должно отпугивать, они как бы должны тебя слышать. Ну и днем они как бы не спят, да, а ночью-то они спят. И если ты без мотора идешь, то как бы есть, ну, вероятность столкновения. У меня она реально тогда днем была, но он как бы меня слышал, и он занырнул, и я еще успел отвернуть вовремя. То есть там как бы все обошлось, а ночью, наверное, бы могло быть и по-другому. Он даже особо и не забрызгивает в кокпит. Я тут думал даже топливо залить. Смотрел за вчерашний день, у меня всего одна канистра ушла, а у меня 3, я думал 3 залить. Думал 3 залить, тут они стоят в кокпите, думал 3 залить и убрать их, чтобы они не мешались. Но одну смысла нет заливать, потому что они тогда болтаться начнут. Так они, ну, как бы можно залить, конечно, то есть она пустая, просто будет стоять. Ну, я уже думаю, ладно, в Кейптауне. Потому что так все эти люки открывать, и может волна нечаянно прилететь, и все это в люк попадет. Не критично, то есть, я думаю, можно, ну, то есть бака топлива хватит дойти до Кейптауна. В крайнем случае, там уже попозже, когда стихнет, залью. Второй день моего похода от Порт-Элизабет до Кейптауна. Ну, распогодилось. Вчера как-то пасмурно и дождливо было, сегодня ясное небо, давление просто вот так вот росло, выросло до каких-то неимоверных размеров. Ну и дует сильно, то есть сейчас вот дует где-то, ну, почти под 30, где-то 26-28. Истинный, ну, вымпельный, естественно, поменьше, да, где-то 21-22. Вот, но к ночи будет 30 и порывы 35. Это истинный. То есть, ну, я думаю, значит, у меня, соответственно, должен быть примерно 30. Вот, ну, приготовил уже штормовой стаксель, на оттяжке его, думаю, поднять. В принципе, должно работать. Вот, сейчас пока иду под гротом с 2 рифами. Думаю, вот уже будет побольше задувать, там под 25 надо будет 3 рифы взять. Вот, но когда уже за 25 будет дуть, то, ну, то есть по 30, то есть, наверное, надо будет просто грот опустить и поднять штормовой стаксель. Вот, скорость большая, тут еще течение немножко помогает, то есть где-то 6-7 узлов. Вот, волна 3 метра, 7-8 секунд период, обещают ночью. Ну, не знаю, то есть тут как бы не очень глубоко, где-то меньше 100 метров. Так, если, конечно, прикинуть, там длина волны где-то под 90 метров должна быть. Вроде бы дно не, ну, как бы достаточно глубоко для такой волны, дно не должно на нее как-то влиять. То есть, наверное, ничего страшного. Но сейчас вот где-то 2,2, может быть, 2,3 волна. Период поменьше, конечно, может быть 5-6 секунд. Ну, из поломок у меня ползунок на гроте, самый верхний. Когда я в последний раз шел от Ист-Лондон до Порт-Элизабет, там вот последние часы как раз против ветра, там 40 узлов, порывы были. Вот, и парус, конечно, сильно трепало, грот. И то, что я там сделал крепление, ну, собственно, просто ленточка такая, несколько оборотов было вокруг этого ползунка. Ползунок, он какой-то он не гладкий, то есть он там, видимо, довольно, ну, относительно острые края. Короче, вот эти вот хлопания парусом, они перетирают эту ленточку, и просто ленточка рвется, и верхний ползунок отлетает. У меня, значит, появилась идея поставить туда не ленточку, да, а металлическую скобку такую с винтиком. Вот. И у меня мысли что-то не было, когда я ее вставил.
я поставил еще перед отходом в понедельник вечером. Вот. А во вторник утром выхожу, и парус я грот не могу поднять. То есть эта скобка, она как бы клинит ползунок. То есть она жесткая, и она его поворачивает под таким углом, что он в ликпазе, он, короче, заклинивает, и все, и парус не идет вверх. Я там, значит, тоже в авральном таком порядке, уже когда выходил из гавани, вышел из гавани уже, значит, поменял эту скобку на карабинчик. Вот, карабинчик, он такой более узкий, как бы, и он, ну и вроде бы, да, с карабинчиком лучше работал. То есть он подклинивал, но парус можно было поднять. А сейчас я вот смотрю туда наверх, и я вообще не вижу ползунка. То есть либо ну, скорее всего, его просто вырвало этой скобкой, ну, в смысле, этим карабинчиком вырвало. Вот, но я, ну, не знаю, то есть он высоко так не видно, то есть надо будет потом опустить, может быть, понятно будет, что произошло. Вот, короче, что-то надо с этим делать. То есть раньше я, конечно, все время использовал эти ленточки, и они периодически рвались, и я их периодически перешивал. И мне это так уже задолбало, я думаю, ну, нужно какое-то такое нормальное решение. Вот у меня на другом гроте, на старом, там я покупал специальный ползунок, тоже он, наверное, не знаю, алюминиевый, короче, какой-то металл. Вот, и там края более гладкие, то есть я вот думаю, может быть, его срезать и на этот грот поставить, может быть, меньше, ну, как бы не так быстро будет перетираться. Короче, вот надо думать. Вот. Интересно, что китайцы вот прислали этот новый грот, там все остальные ползунки, кроме верхнего, они все вот на таких металлических скобках. Ну, эти металлические скобки, они такие тоненькие. То есть они как бы не клинят эти, ну, может быть, клинят, но не так сильно эти ползунки. Я думаю, может быть, тогда такую же металлическую скобку поискать и поставить. Короче, ну, как-то эту проблему надо решить. Вот, тут какая-то течь непонятная тоже возникла. Вот смотрю, то есть я покрыл же пол в каюте. Ну, типа называется искусственный тик, да, но это типа линолеума такого раскрашенного с полосочками. Все, на эпоксидку приклеил. Вот, ну, естественно, там наверняка какие-то пустоты были. И вот я смотрю в одном месте, где вот балкхед, ну такой маленький балкхед, вот где как бы спальные банки, да, вот здесь спальные места, и здесь вот кухонька, да. Вот этот балкхед между кухонькой и диваном, да. Вот, он как бы не идет до самой крыши, он такой наполовину, то есть там ручка просто держаться нужно. И вот из-под него вытекает немножко вода, сочится. Я думаю, то ли этот конденсат, потому что, ну, холодная ночь была, и, может быть, под линолеумом просто ну, как бы влажно, влага же была, потому что я даже 22 градуса, и влажность, наверное, ну, не 70, ну, где-то под 70% была. Вот, я мерз страшно, то есть у меня там была, значит, майка вот эта, флиска сверху, потом еще джемпер такой, ну, не шерстяной, ну, как бы искусственная шерсть, и куртка гортековская, из гортековской ткани, то есть такая непродуваемая, да. Вот, и я еще укрывался шерстяным пледом. Вот, ну, в принципе, ну, не холодно было, да, то есть вот в таком одеянии было не холодно, без вот этого искусственной шерсти, вот этого джемпера, я мерз предыдущую ночь, когда предыдущий переход был. Я вот решил уже, значит, джемпер одеть, чтобы не мерзнуть. Ну, короче, ну, я надеюсь, что конденсат, потому что, ну, так везде посмотрел, вокруг, нигде ничего не течет. То есть, непонятно, откуда это. Ну, то есть, вот, единственная мысль — конденсат, но черт его знает. Ну, оно не сильно так, что прям течет. Просто как бы влажно и так по капелькам сочится. Непонятно. Ну, конечно, тоже так немножко напрягает, но черт его знает. То есть это то есть это однозначно не критично, то есть яхта не потонет. Ну, просто неприятно, когда в каюте какая-то влага непонятная образовывается.
где-то что-то капает, бежит. Вот я, кстати, забыл, тоже хотел, ну, да, хотел поменять резиновые прокладки на иллюминаторах. Там, на некоторых они уже совсем прям старые, и когда если волна прилетает, то немножко там подтекают они. И главное, ходил в магазин вот здесь, в Порт Элизабет, там такой большой морской, ну, яхтенный, там, рыбацкий магазин. И единственное, что я купил, эту скобку из нержавейки. А что-то, значит, прокладки у меня вылетело из головы. Что в Ричардс Бэй я смотрел, там не было таких прокладок. Ну, в Кейптауне, надеюсь, что-то будет. Вот. Еще у меня закончился уже почти яд для дизельного топлива. Ну, чтобы там бактерии не размножались. Тоже вот надо купить. У меня целая бутылка была, но вот за несколько лет она, конечно, использовалась. Потому что, ну, тут может быть так не очень жарко, то есть может быть здесь не очень сильно бактерии развиваются. А вот я сейчас пойду от Кейптауна туда уже в тропике. Там, конечно, в жарком климате они прям в этой солярке растут как на дрожжах. То есть надо всегда, ну, биоцид, да, биоцид это называется. То есть добавлять этого биоцида в топливо. Даже в канистрах я смотрел, там прям такие черненькие колонии этих бактерий образуются, если не добавлять яда. Вот. Ну, надеюсь, ночь переживу, потом уже стихает, и ну, где-то 20, там уже вот я как раз буду сейчас утром буду огибать игольчатый мыс. Это Кейп Агулас. Это, наверное, самый южный мыс Южной Африки. Вот. Мыс Доброй Надежды, он перед Кейптауном фактически, то есть он чуть севернее получается. Вот. Но там ветра не будет, то есть такая какой-то переменный ветер. И я так понимаю, что я если в пятницу утром прихожу, то вообще ветра не будет. То есть, видимо, на моторе, ну, в принципе, на моторе, ладно, заходить в Кейптаун, в Марину. Вот, но где-то в 11 уже начнет немножко задувать, и там в 2 уже хорошо будет дуть, там 20, к вечеру и 25 будет дуть. То есть надо утром прийти в Кейптаун. Ну, вроде бы скорость нормальная, то есть должен дойти. Но там, когда ветер стихнет, ну, что, на моторе пойду. То есть где-то 240 миль осталось. Ну, то есть фактически, даже если по 5 узлов, то это двое суток. Вот, но у меня 6 узлов, то есть это... Ну, то есть утром, рано утром должен в Кейптаун прийти. Если все будет хорошо. Если эти 35 узлов меня не доконают, не знаю, что тут за волна, опять же, посмотрим. То есть так она пока не очень, ну, как бы терпима. С водой, по крайней мере, загадку удалось решить. Открываем холодильник, и что мы видим? Вот такую ледяную глыбу. Вот, и, короче, как-то регулятор у меня в другую сторону совершенно сбился, и вот он за ночь наморозил столько, что там вот этот как, ну, шланг, по которому антифриз, да, подается в морозильную, как, не антифриз, как он там, ну, в общем, морозильный это газ, да, этот фреон или что там у них. Вот, и она вся тоже обледенела. Вот, и она идет туда вниз, дальше вот сюда вот к компрессору. Вот. Ну, там не видно, она с той стороны как бы к компрессору подходит. Поскольку она вся обледенела, она сейчас начинает таять. То есть я заметил раньше, что это самое, что переморозил. Я сейчас выключил холодильник, и оно просто тает и стекает все. Вот отсюда и вода взялась. Вот здесь вот. Ну, по крайней мере, никакой ни дырки, ни пробоины, там, ни стойки не текут. То есть, по крайней мере, ну, я попробовал на вкус, что я чувствую, что пресная вода, не соленая. Вот, значит, ну, сейчас разморозится, и все будет снова сухо. Захлестнула таки одна волна. Не только коп. У меня тут дощечки не было, пока одна первая дощечка стояла. Еще и каюту захлестнула. Поставил, можно еще вот это закрыть, опустить. Тогда вентиляции совсем не будет. Ну и ходить, как бы, если что-то надо выйти там с парусом, там рифы взять, например. Будет даже там просто смотреть.
пока еще до сих пор даже кокпит практически не захлестывал, а тут сразу и кокпит, и каюту, и все вместе. Сегодня четверг. Да, четверг, рано утром. Восход уже где-то час назад, наверное, солнце взошло. Сейчас 6:30 седьмого. Да, восход был в 5. В общем, 1,5 часа. Вот, и, значит, прохожу небезызвестный Кейп Агулас. Вот, ну, на русском языке он называется Игольчатый мыс. Вот. Ну, как-то, не знаю, то есть он среди моряков-то вроде известен, а так в литературе почему-то больше мыс Доброй Надежды встречается. Вот, а на самом деле самая южная точка Южной Африки — это вот Игольчатый мыс. Вот. Ну и тут тоже, конечно, суровые условия. И ветра, и течение, и волны, и мелко. Тут две банки сейчас как раз буду проходить между берегом, между вот мысом, и первая банка, она называется 3-мильная банка, а следующая 6-мильная банка. То есть можно, собственно, в любом месте проходить. И, ну, я даже не знаю, то есть когда нам рассказывали, как плыть вокруг Африки, то не советовали плыть по банкам. Говорю, только если очень-очень хорошая погода. Ну, так я посмотрел, глубины там, ну, не такие уж маленькие, то, ну, может там, ну, смотря где, конечно, ну, так, 10-20 метров. Вот. Ну, сейчас еще дует, еще, наверное, истинный-то ветер, наверное, узлов 20. Вот. Но волна еще, я думаю, осталась со вчерашнего дня. Ну, короче, я не иду по банкам, хотя удочку забросил. Он говорит, что если хорошая погода, идти по банкам, то можно рыбу наловить. Но это считается чуть ли не самым рыбным местом во всей Южной Африке. Хотя я ни одного рыбака не вижу сегодня. Не знаю, где они. Может, уже все выловили. А следующий будет мыс Доброй Надежды. Но, наверное, ну да, я его вряд ли смогу снять, потому что это ночью будет. Потому что я к нему подхожу, хотя черт его знает, сейчас уже 7:30 темнеет, может быть и успею до 7:30, ну хотя бы издалека. Вот, потому что он как бы не самая южная точка, то есть он на полградуса на север находится, он совсем рядом с Кейптауном. До Кейптауна 120 миль осталось, так что утром буду в Кейптауне. С погодой вроде бы нормально, тут даже вот сотовая связь есть. Сейчас прогнозик загрузил погоды, так ничего особо не меняется. В общем, ветер сейчас вот стихает, потом немножко меняется. Ну, как бы я как раз сейчас поворачиваю туда на северо-восток, вот, а ветер будет юго-западный. То есть, ну, там где-то он начало, может быть, будет немножко даже бейдевинд, потом галфинд. Вот, а потом уже после мыса Доброй Надежды попутный, ну такой практически никакого ветра, можно сказать, не будет, наверное, придется на моторе идти. Вот, ну, по крайней мере, в Марину приду, вроде бы там тихо и спокойно должно быть, то есть легко будет. Там 2 моста надо проходить. Один, значит, наверное, такой разводной, ну, в смысле разводной. Ну, то есть он как бы, как калитка, наверное, подвигается, а другой баскил, то есть он как, ну, то есть он так вверх поднимается. Вот это вот перед самой Мариной, там надо будет связаться с оператором этого моста по рации и попросить открыть. Я вот, правда, не знаю, работают ли они круглосуточно или нет. Если я туда раньше 8 приду, то, ну, я думаю, 8-то точно уже работает, а вот если раньше 8, не знаю. Может быть, сегодня даже напишу в Марину, спрошу, как часы работы моста. Потому что на их сайте только, ну, этот самый СВЧ канал указан и телефон дан. То есть можно по рации, можно по телефону с ними общаться. Вот. Хотя даже можно им, наверное, позвонить, узнать, как они работают. Ну, ночь сегодня теплая довольно, ну так, теплее. На 1 градус теплее было, так вот, если по термометру смотреть. Ну, может быть, не знаю, может быть, ну, хотя влажность примерно такая же, там 60-70% была. Не знаю, ну вот этот градус, я уже как бы просто даже в флиске в одной был и в шортах, то есть даже не так особо. Ну, под спальником, конечно, спал, но, ну так, спал, условно спал. Специально я уже снова в Атлантическом океане. Граница проходит вот по Игольчатому мысу.
там можно на Святой Елене уточнить ситуацию с визой, потому что можно было на месте на Святой Елене получить визу на Ascension. И уже, да, с Ascension, я думаю, пойти на Мартиник, скорее всего, но если что-то не передумаю. Ну, в общем, французские острова до сих пор остаются моими самыми любимыми, поэтому пойдем туда. Можно было, наверное, на Тринидад зайти ради интереса, но я там не был. Но он как бы рядом с Венесуэлой, и там такое пиратское место, наверное, не стоит. Конечно, Гренадины тоже какие-то полупиратские, где я тоже не был. То есть самый южный остров, где я был, это Санта-Лючия, да, или там Сент-Люсия. И Януська родилась. И все. Ну Кюрасао, наверное, южнее, да. Ну, я имею в виду, если вот считать восточные Карибы, то самый южный там Сент-Люсия. Пойду на Мартиник, а там посмотрим, в какую сторону. Где-то надо будет потусить по Карибам, не знаю, что-то сработаем, может что-то получится в Колумбии, сработаем, может нет. Если не получится с работы, тогда я пойду. Ну, есть план пройти вот по этой PCT, Pacific Crest Trail от Мексики до Канады. Там где-то с мая надо, в начале мая выходить и там, к октябрю прийти. 5 месяцев. А потом уже, наверное, можно и в Австралию возвращаться. В Австралии пожить, если с Колумбии ничего не получится. С Атлантики прям тут серьезные горы. Ну так, прям заметно, да? С восточной стороны, вот со стороны Индийского океана, там так холмы такие, как бы песчаные дюны. Тут прям ого-го. Примерно как в Португалии, когда я ходил, тоже вот Атлантику с Кариб пересекал, там тоже примерно, ну, не знаю, похоже, не похоже, там, по-моему, пониже немножко было, но тоже такое плоскогорье. Починил бегунок на мачте, на гроте, в смысле, да? Вот, то есть это я вот такую скобку использовал. Короче, она разогнулась, и она вырвала тот ползунок. Ну и вообще ползунок улетел, видимо, за борт. Вот, то есть я что сделал? Я снял все остальные вот эти ползунки, которые... то есть верхний он был какой-то другой немножко. То есть он более такой мощный, что ли, был. Вот, я поставил обычный, то есть снял его снизу, с самого поворота. Поставил его на самый верх и использовал ту же металлическую скобку, которые все остальные ползунки используют. Она такая тоненькая, вот, а свою толстую скобку поставил на самый низ. То есть, ну и у меня были другие ползунки похожие, ползунки, бегунки. Вот. То есть, ну она как бы в самом низу, она там все равно клинить не будет, потому что я вообще редко открываю парус без рифов, да. Вот. Ну и то есть она там в самом начале стоит. Вот, ну нормально вроде, сейчас парус поднимается легко. Насколько оно прочно, посмотрим. Надеюсь, прочнее, чем вот эти вот полосочки из ткани, которые перетираются постоянно. Ну, то, что ползунок может вырвать, это вероятно, потому что он пластиковый, а пластик он сжимается. Вот, но если вырвет, у меня есть запасной вариант, у меня на старом гроте стоит алюминиевый. Я тогда поставлю этот алюминиевый с той же металлической стяжкой тоненькой, которая вроде бы не должна клинить. Ну, то есть эту проблемку тоже решил. Вот, до Кейптауна осталось порядка 100 миль, то есть завтра утром буду в Кейптауне. Ветер стих, вот сейчас на моторе иду. Ну, то есть он попутный, 10 узлов истинные, 5 узлов вымпельные, то есть под парусом никак. Ну, он вроде бы должен потом галфин стать какое-то время, и может быть бейдевин, потом галфин, а потом опять стихнет. Ну ничего, потихоньку дойду. Да, синоптики, конечно, опять все наврали. Вместо
боедевиндок, который должен был быть 10-15 узлов. Подул четко встречный ветер, 25, порывы 30. Точно так же, как в предыдущий переход было. Обещаю 10-15, дует 25-30, да еще и направление не то. Сейчас немножко иду галсом в сторону моря, от берега, в надежде, что там все-таки будет немножко другое направление, более попутное. Ну не знаю, раз уже набрали, то есть надежду как бы... Да, надежды на такой прогноз нет. Я вот только прямо вот сейчас загрузил вот прогноз погоды, вот он сейчас вот показывает 10-15 узлов, а дует 25-30. Ну вот, под конец, короче, мне прилетело еще помучиться. Ну, не знаю, в прогнозе стихает все-таки ночью, но не знаю, посмотрим. Раннее утро, еще солнце не зашло, минут 10 до восхода осталось. Вот там Кейптаун, тоже город моей мечты. Красиво выглядит с моря.